Добрый день, добрый вечер. В Москве 20 часов. Это программа «Полный Альбац» на YouTube-канале портала The New Times. У микрофона Евгений Альбац. И, как всегда, мы будем говорить о важнейших событиях недели, месяца, тех событиях, которые влияют, а иногда и определяют нашу жизнь на многие месяцы вперед. Сразу вас попрошу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так устроен этот алгоритм YouTube. Он продвигает то, что вам нравится. А чтобы знать, что вам эфир нравится, нужно как раз это показать YouTube с помощью подписок и лайков. В описании есть ссылка на Patreon. Это для тех, кто помогает каналу за пределами России, и на Бутси для тех, кто в России. Google, как вы знаете, давно уже не монетизирует российские каналы, русскоязычные каналы. Рекламу мне, как иностранному агенту, тоже теперь не дают. Поэтому наши доходы упали буквально в десятки раз. И вы – это единственная поддержка. Это то, что вы, слушатели, нам присылаете, и благодаря чему мы можем работать. Заголовок нашей сегодняшней программы «Слитая Россия» или «Украденная Россия». И говорить мы будем об опасностях интернет-мира. Да, прозрачного, да, это жизнь за стеклом, но все же чуть-чуть privacy никому еще не мешало. Мои и ваши гости: Андрей Захаров, журналист-расследователь, понятное дело, иноагент и уголовник по версии российской власти, который он, собственно, расследует. Сейчас он пишет книгу под оптимистическим названием «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ. И почему у них ничего не получится». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А второй наш гость Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета. Понятное дело, тоже иноагент, тоже разыскивается российскими репрессивными органами как раз за то, что предупреждает нас всех об угрозах в мировой сети и прежде всего со стороны российской власти. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо Андрею и Михаилу за то, что согласились участвовать в этом эфире. Но прежде чем я задам вам вопрос об этих очередных утечках данных россиян, которые оказались в интернете, хочу спросить вас непосредственно о том, что волнует людей во всем мире, а именно о сбое на сайтах банков, авиакомпаний и различных производителей. И как утверждают прежде всего американские СМИ, которые я читаю, что причина не действия каких-то зловредных хакеров, а некая техническая ошибка в программе Microsoft. Называется и софт, непосредственно Microsoft, и я не буду мучить наших слушателей этими названиями. Однако российские пропагандисты рапортовали об очередном успехе государственных киберхакеров в погонах. Вот что на самом деле правда, Михаил? Ну, во-первых, это была проблема не у Microsoft, это была проблема такой корпорации, которая называется CrowdStrike. Это компания, которая оказывает услуги крупным корпоративным клиентам, большим, ну, такими как авиакомпании, банки или, например, американская служба 911. Вот. Они оказывают услуги по информационной безопасности. У них есть специальная программа, не буду сейчас там вспоминать, как она называется условно «Феникс», которая устанавливается на компьютеры людей, которые работают с этими компьютерами. Ну, условно, вот те в аэропорту люди, которые забивают билеты, вот проверяют эти ваши билеты, у них же, все же видели, да, у них перед лицом компьютер. И таких компьютеров их сотни тысяч, если не миллионы. Вот, и они обслуживают эти компьютеры, чтобы с них не было никакой-то утечки, чтобы от них там вирусы не заразили, и там еще какие-то вещи были. Вот, и произошло следующее. Одновременно поступило обновление вот от компании CrowdStrike и одновременно обновление от компании Microsoft. Ну, вот это самое Windows, которое все, многие, которые пользуются. И получилось так, что два вот этих вот обновления между собой они стали несовместимы. Что привело к тому, что компьютеры, на которых стоял одновременно, повторюсь, Microsoft Windows и одновременно вот этот CrowdStrike, эти компьютеры просто перестали работать. А поскольку вот этот CrowdStrike, он туда очень глубоко интегрирован вот в систему Windows, так просто там какой-то перезагрузка эту проблему не решить. И нужно, чтобы специалист ножками подошел,
загрузил компьютер в специальном режиме, там удалил какой-то файлик. В общем-то, несложные на самом деле операции. Вот. Но другое дело, что это занимает там, ну, минут 15-20 на каждый компьютер. На каждый компьютер, повторюсь, да, и это надо физически подойти к нему. А этих компьютеров по всему миру миллионы. Вот, и поэтому это долго все это обновлялось, долго все это решалось, и была как бы, ну, вот большая проблема, случилась большая беда. Конечно же, к этому вообще никакие российские спецслужбы вообще не имеют никакого отношения. Вот, еще не хвастались, кстати, что поскольку вот они там импортозаместились якобы, поэтому у них это не... эта проблема ни одну российскую компанию не затронула. Вот, что, в общем-то, правда, потому что компания CrowdStrike никаких услуг российским корпорациям не предоставлял в принципе, поэтому и не затронула. То есть еще раз, если можно, я уточню. То есть это под боем оказались, то есть проблемы возникли только у тех, кто использует программу Microsoft Windows, правильно? Только Компьютеры с iOS, с Apple iOS не затронуты. это не затронули, но они не используются в таких местах. Ну, в аэропортах компьютер Apple не используется, слишком дорогие для этого. Вот, используются дешевые компьютеры именно с операционной системой Windows, компанией Microsoft. И, повторюсь, еще один участник в этом – это компания CrowdStrike. Угу. Да, но я вам должна сказать, что вот я нахожусь в Гарвардском университете, и мы все получили сообщения от Департамента информационных технологий университета и непосредственно и на кампусе, и не на кампусе, о том, что они внимательно следят за этой проблемой, что проблема еще окончательно не решена, и что предупреждает всех нас о том, что у вас могут возникнуть проблемы, хотя, как понятно, у многих здесь не Windows, а как раз Apple. Несколько недель назад здесь, в штате Массачусетс, были проблемы с сервисом 911, а это основной сервис для тех, кто, не дай бог, попал в какую-то передрягу. С помощью этого сервиса вызывается и пожарная, и полиция, и медицинские службы и так далее. То есть такое ощущение, что это не единичная проблема, что это некая длящаяся проблема, нет? Ну, еще раз повторю, попробуйте обновить одновременно несколько миллионов компьютеров, причем к которым надо подойти ногами. Они же многие стоят в каких-то удаленных местах. Ну, у той же службы 911, вот, у них же, ну, представьте себе, сколько у них терминалов стоит по всей стране. Даже по штату Массачусетс, там, наверное, ну, этих вот мест, где сидят вот эти специалисты, это, наверное, тоже исчисляется, ну, наверное, тысячами. Вот, и в каждый человек должен специально обученный человек, который на компанию, как правило, там, ну, их сколько-то есть, вот, но они не рассчитывали из того, что они там должны за сутки обойти там сотни мест. Ну, это технически, это даже логистически невозможно. Угу. А что касается авиакомпаний, то в какой степени это могло затронуть безопасность авиаперевозок? Ну, как мы видели, это прям сильно ударило, вплоть до того, что, по-моему, по Соединенным Штатам на несколько часов вообще прекратилось авиасообщение. Во всем мире, по-моему, не так было, ну, потому что, опять же, используются разные решения, а вот, видимо, в США очень сильно полагались вот на эту компанию CrowdStrike, и там затронуло очень серьезно. Но это, ну, тоже, это примерно та же самая ситуация. Представьте себе, что вот этих вот терминалов, видели, заходили же в аэропорт, там стоят Угу. терминалы, там сидят вот эти девушки и молодые люди, которые принимают у вас билеты, багаж и так далее. У них у всех стоит компьютер. И вот эти компьютеры все вышли из строя. Собственно, что мы и видели. Угу. Они Послушайте, ну рисовали, помните? вы так Они спокойно рисовали. об этом говорите, а у меня это, честно говоря, вызывает такой внутренний ужас. Я человек, который много летает, много передвигаюсь по миру, и сама мысль о том, что какая-то одна программа CrowdStrike вошла в конфликт с программой огромной компании Microsoft, у меня вызывает, честно говоря, оторопь. Как это может быть? Как могли это заранее не проверить? Ну, вот случается, такое иногда случается. Просто это было, ну, такое стечение обстоятельств, довольно редкое, надо сказать. Вот, потому что там было, ну, экстренное было обновление, там, видимо, CrowdStrike все-таки проверили вот это свое обновление на предыдущем пакете, а тут Microsoft выкатывает новое
экстренное обновление, и они, естественно, не успели, это буквально там разница в несколько минут произошла. Вот, и это, правда, редкое стечение обстоятельств. Вот. Почему Ну, знаете, спокойно? если вспомнить, Михаил, что было редкое стечение обстоятельств, когда компания, тоже занимающаяся кибербезопасностью, SolarWinds, умудрилась пропустить вирус, запущенный российскими шпионами, российским шпионским ведомством, и в результате на протяжении нескольких месяцев вирус имел возможность собирать информацию, в том числе изнутри агентств, которые занимаются вопросами безопасности в Соединенных Штатах, то тут как-то это вызывает такую вот дрожь, я бы сказала, в коленках, нет? Ну, я напомню другой случай, да, когда было нападение как раз американских спецслужб, было нападение на ядерную программу Ирана, и там такой вирус был, назывался Stuxnet, вот, который выводил из строя, в буквальном смысле физически выводил из строя огромные такие центрифуги для обогащения урана. Такое тоже случалось. Ну, то есть, да, и возможно, и ну, вот такое вот действие. Но как бы инженеры учатся. Сейчас эти системы очень сложные, слишком сложные для того, чтобы это осознавал какой-то один человек. Инженеры учатся, придумывают какие-то способы избежания всех этих вещей. Ну вот то, что произошло вот с CrowdStrike, безусловно, это сейчас отзовется. Все сидят сейчас, проверяют, как это работает, какие были ошибки совершены. Это войдет в какие-то протоколы взаимодействия, там, не знаю, в регламенты, как выкатывается обновление, что там, ну, какие-то критические вещи должны были проверяться. Это сейчас довольно серьезно будет все исследовано, и я думаю, что там в будущем такую ошибку уже не допустят. Но, тем не менее, рано или поздно приходят, все вещи ломаются. Ну да, я понимаю, но это некоторая разница, когда ломается холодильник или когда ломаются компьютеры, обеспечивающие безопасность полетов. Ну Ну, окей, Андрей, холодильник, может сломаться холодильник вполне себе промышленный, да, и потом люди отравятся. Такое тоже случается. окей, Андрей, вопрос к вам. Тоже прежде, чем мы перейдем к нашей основной теме, вы с нами, Андрей? Да. 9 июля американские СМИ, так я понимаю, не только американские СМИ, сообщили о том, что Министерство юстиции США объявило о ликвидации российской бот-фермы, цитата, которая активно использовала искусственный интеллект для распространения дезинформации по всему в мире, по всему миру. В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований, а также властями Канады и Нидерландов, министерство конфисковало 2 доменных имени и проверило 1000 аккаунтов в социальных сетях X, то, что раньше называлось Twitter. И X вроде бы добровольно приостановил работу этих аккаунтов, заявило правительство США. СМИ приводят слова директора ФБР, который утверждает, что российские госхакеры направленно работают для того, чтобы сеять хаос в интернете, и причем не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Что вы про это знаете? Ну, вообще, со времен того, как была в 2017 году большая шумиха вокруг фабрики троллей Пригожина, который работал в 2016 году во время выборов, да, со своими А вы были аккаунтами. один из тех, кто, собственно, впервые написал об этой фабрике троллей Пригожина, да? Да, в 2017 году это в РБК, в журнале РБК. Соответственно, ну, то есть сейчас есть понимание, что разные формы там, фабрик троллей, бытаферм, как угодно их называйте, они есть у разных российских ведомств. Там, предполагается, что у СВР есть, и у ГРУ есть. Более того, есть версия, что часть инфраструктуры Пригожинской фабрики троллей, зарубежной инфраструктуры как минимум, а возможно, например, российская, досталась как раз именно вот медийные, да, досталась как раз СВР. Вот. Поэтому так или иначе, плюс есть та же, опять же, инфраструктура фабрики троллей Пригожинка никуда не делась, то есть часть СВР, что-то там у Паши Пригожина есть, как его называют, Паша Принц, сын Пригожина. Плюс есть внутрироссийские структуры, которые, ну,
У нас нет данных, что они не занимаются каким-то еще международной работой, типа, например, ОНО «Диалог», да, крупнейшего, например, российское. Работали они за рубежом? Скорее всего, нет, но почему не допустить, что в какой-то момент они начнут работать, как в свое время работал Пригожин, например, да, то есть у него была фабрика троллей там с какого 13-го года или 11-го, а международный отдел появился в 16-м. Тут всегда важно понимать, что, то есть важно оценивать эффективность. То есть, ну, в принципе, я думаю, Миша подтвердит, да, сделать ботаферму, ну, в смысле, у многих крупных пиар-агентств есть свои ботафермы для того, чтобы рассказывать, что это классный продукт или это классный артист. И не только в России, да, во многих странах мира. Это довольно простая вещь. Искусственный интеллект до известной степени, конечно, это облегчает, если речь идет о каких-то упрощенных комментариях, там, плюс если, как в Твиттере, он же X, модерация сейчас сильно, значит, упрощена из-за того, что Маск многих уволил, да, ну вот, то есть проще там работать. Но здесь всегда важно понимать, вот там 2 сайта прекратили, да, важно понимать объем всегда, потому что даже с тем же Пригожиным, что ему точно удалось в 2016 году, это, конечно, спустя год посеять истерику американских медиа, посеять вот эту панику, да, когда, ну, реально люди, американцы, переписывались друг с другом в соцсетях, ты русский шпион, у тебя в английском ошибки. Нет, ты русский шпион. Это, конечно, в этом смысле ему удалось, и, насколько мне известно, когда вот поднялась шумиха, ему Песков там отправил, значит, сообщение: поздравляю тебя, ну, мол, значит, вот, да. Но при этом там спустя годы было интересное исследование по поводу твиттер-аккаунтов фабрики троллей. Американское исследование. Не помню, по-моему, Нью-Йоркский университет его сделал, но могу ошибаться точно. Оно публичное. Они взяли и посмотрели, потому что Твиттер выложил все сообщения фабрики троллей и тогда. И оказалось, что аудитория этих самых сообщений, там тоже было даже не тысячи аккаунтов, там десятки тысяч, были очень популярные, там сын Трампа ретвитил, да. Но оказалось, что аудитория этих сообщений, да, она была, ну, просто протрамповская, ну, то есть такая максимальная, там, по-моему, Ти-пати называется, да, у вас это. Вот. То есть максимально, она У и так была... вас. Да, ну, в Америке, да. Она Да. максимально протрамповская была. То есть, ну, то есть, и на нее, собственно, эти твиты и приходили. Соответственно, всегда очень важно понимать, да, то есть понятно, что так или иначе все эти ведомства пытаются работать, да. Другой вопрос, насколько это эффективная работа, насколько она, значит, там, эти аккаунты популярны и прочее, прочее. Конечно, они всегда будут работать. Более того, ну, ботафермы, мне кажется, сейчас довольно многие разведки используют. Там Иран точно есть, причем чуть ли не фабрика троллей Пригожина помогала ему делать, да, то есть это довольно широкая практика. То есть всегда важно смотреть, насколько они достигли какой-то цели, ну, то есть какой был охват у этих пабликов, потому что я последний тут скажу, была интересная заметка накануне евровыборов в Европарламент, значит, о том, как фонд по защите соотечественников есть такой, значит, спонсировал там создание каких-то медиа в Европе, ну вот, и там было одно медиа, по-моему, называлось он Евромор, и Лемонт вышел с большой статьей о том, что, значит, вот новое путинское оружие пропаганды, сайт Евромор, который, значит, там деньги идут из Кремля, а у него аудитория была, типа, 15 тысяч человек в месяц у этого сайта и 5 тысяч в Телеграме, да, ну, то есть, можно, конечно, назвать новым оружием пропаганды, но 15 тысяч человек в месяц, ну, не такая уж аудитория, да, чтобы называть прям оружием. То есть попытки есть, но всегда нужно смотреть вглубь. Андрей, для, значит, рядовых необученных, таких как я, бота-ферма – это массовая рассылка, правда? Правильно я понимаю? Ну, Не зависит, ну, в смысле, например, если говорить про Твиттер, это аккаунты, которые пишут одинаковые комментарии, ну, они не то, что прям полностью одинаковые, там можно настроить так, ну, если говорить там вживую, да, то есть есть у тебя какой-то шаблон, и ты уже, значит, в рамках этого шаблона комментируешь посты или разгоняешь какие-то топики, потому что друг друга они ретвитят. Ну, кстати, например, известный пример, скажем, НАФО, да, это украинская структура, которая вот активно, значит, в интернете тоже пишет, как они там расшифровывают, забыл. Не знаю, используют они ботафермы, да, но в целом это вот когда массовый разгон определенных нарративов с определенными целями. Мы сейчас не будем говорить там, какие цели, просто это такая технология. Соответственно, в Твиттере это может быть как и комментирование постов, да, то есть, например, приходит какой-то пост, начинает писать там, не знаю, под постом, условно, Байдена, ты там, значит, старик с деменцией, да, например, и у тех, кто не искушен, создается впечатление, он смотрит реплаи, а у него создается впечатление, что вот большинство считают, что Байден старик с деменцией, а я что-то так не думаю, надо тоже так думать. Ну, например, да, условно говоря. Или
Если есть популярные аккаунты, в них там вбрасываются фейковые, допустим, видео. Часто, ну, опять же, с тем же, часто в политике бывают фейковые видео, да, то есть якобы это вот, значит, политик там-то, там-то, на самом деле это фейк. И вот, собственно, через них это разгоняется, а искусственный интеллект это облегчает, потому что одно дело, там у тебя сотня студентов, как у Пригожина, которые, значит, туда не нужно следить, проверять их на детекторе лжи, вот, а другое дело, частично тебе помогает искусственный интеллект. Тут всегда я точно не могу сказать точно, насколько это полностью устраняет необходимость наличия физических троллей. Я думаю, что они нужны будут всегда. Но вот просто разгон определенных нарративов или создание впечатления, что большинство придерживается такой точки зрения. Климарев придут в комментариях, скажет: Климарев, ты предатель, убежал из России, никому не нужен. Климарев смотрит комментарии, а это новорегия с регистрацией июнь 24 года. Ну, понятно, что это, скорее всего, вот, собственно, из очередной бутафермы пришли потроллить Михаила. Михаил внимания не обращает, наверное, как и я. Вот. Да. Михаил, ну вот ваше как раз общество, вы боретесь в том числе с цензурой в интернете, да? И особенно, когда вы были в России, я скажу тем, кто, может быть, не так хорошо с вами знаком, как мы, что вы сами из Екатеринбурга, и вы, собственно, этой проблемой-то начали заниматься именно в России. И в том числе одна из задач, которую, насколько я понимаю, ставило перед собой общество, это бороться с цензурой, с российской цензурой в интернете. Ну вот как здесь быть? Во-первых, вот просто чисто прагматически. Вы можете понять, что это бот пишет. А я, например, вот убей меня Бог, когда я просто не разрешаю себе читать все то дерьмо, которое выливается на меня под каждым эфиром в Ютубе, в Твиттере и так далее. Когда у меня есть время, я баню этих деятелей. Когда нет, то ну нет. Но в принципе, как человек, нормальный человек, у которого есть чем заняться в жизни, кроме как интернетом, как он может понять, что это работает бота-ферма, что это какой-то робот работает, а не реальные люди, которые вдруг на него обрушились? Ну, мы даже делали на эту тему целое огромное большое исследование в Азии. Правда, это было... Мы закончили его как раз, по-моему, перед самой войной, опубликовали его. Потом мы его повторяли еще разок, вот, ну, чтобы доказать, что, в общем-то, эти все системы работают. Мы просто сами организовывали эти самые ботафермы. Вот, как выясняется, эту ботаферму организовать стоит даже не сотни долларов, а десятки долларов. Ну, просто вот там какой-то аккаунт, мы создаем его и там его раскручиваем там, в течение буквально одного дня за 10-20 долларов до 10-15 тысяч подписчиков. Ну, соответственно, потом мы можем это все накручивать, вот, ну, как бы было бы время, были бы деньги. Чтобы создать вообще собственную абсолютно автономную ботаферму, необходимо, ну, не знаю, долларов 500, наверное, чтобы купить специальное программное обеспечение, которое, вот, ну, собственно, начинает рассылать какие-то сообщения, ставить лайки, подписываться друг на дружку и так далее. А большинство социальных сетей с этим борются. Прям серьезно борются. Единственное, кто с этим вообще не борется, вообще никак, это Твиттер. Ну, то есть... Вы имеете в виду Твиттер времен да. до Маска или нынешний Твиттер, который Он стал и до X? Маска не сильно боролся, вот, не сильно это как бы все было. После Маска там, ну, сейчас Твиттер это просто огромная большая помойка, вот, очень токсичная, вот. И я подозреваю, что там, ну, вот эти вот фабрики троллей, то, что вот Андрей как раз говорил, там есть там у разных всяких ведомств, я даже не то, что подозреваю, я точно знаю, например, что фабрика троллей не одна была, например, у губернатора Свердловской области. Я даже знаю фамилии людей, которые ими заведовали. Там был такой Платон Маматов, или Маманин, как-то фамилия такая у него была. Вот, и он реально занимался тем, что вот они раскручивали какие-то вот эти нарративы, которые были выгодны тогдашнему губернатору. Дай бог памяти, кто там был, а по-моему, вот текущий какой там был и есть. Я не помню уже, извините, подзабыл эти все. То есть это все, на самом деле, вот это вот именно так работает. Но в разных социальных сетях по-разному относятся. Компания Meta, которая Instagram, и которая Facebook, и которая Threads, там с ботами, с такими борются довольно серьезно. Ну, там одновременно борются со всеми, кто пишет. И я получаю, опять это, видимо, какой-то бот, но я каждый день получаю сообщение, что ту или иную мою запись сейчас заблокируют. Совершенно верно, да. То есть и эту систему ее нельзя настроить таким образом, чтобы она была так как-то очень сбалансированная.
Вот, ну, потому что постоянно ее атакуют, постоянно что-то пытаются сделать. Да, проблема у Фейсбука, у того же самого, проблема в том, что они сейчас, они прямо политику такую себя выставили, что мы сейчас, типа, мы социальная сеть позитивная. Нам не нужен никакой негативный контент, мы не хотим видеть ничего, кроме котиков на своих страницах. Вот, и поэтому не какая-то политическая какая-то дискуссия там просто невозможно, просто потому что, ну, это все, обычно же все эти дискуссии заканчиваются какими-то ругательствами и так далее. Вот, и как там это было, какое правило Годвина, по-моему, да, упоминанием Гитлера. Вот, и обычно это всегда заканчивается именно как бы уже каким-то баном и так далее. То есть там просто, ну, ее специально стерилизуют. Вот, в Твиттере от обратного пошли, там что угодно, по-моему, сейчас даже порнография разрешена. То есть они просто разные. Вот. И обычному человеку я просто могу, ну, посоветовать, ну, перестать читать реплаи. Ага, то есть вот вы, да, это Уникально. серьезно, это очень важная вещь. То Да. есть особенно для публичных людей надо просто запретить себе читать все реплаи. Это не для подписчиков YouTube канала, сразу этого YouTube канала сразу скажу. Пишите, пожалуйста, откуда вы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я читаю, я обязательно читаю, когда вы пишете, откуда вы смотрите этот эфир. Я благодарна человеку, который регулярно смотрит из Волгограда, например, или из Перми. Мне это очень интересно. Меня как раз больше всего интересует, кто смотрит этот канал. Но не читать, а как хорошо, как определить, когда это пишет бот, а когда это пишет реальный человек. Времени кликать на каждое имя и смотреть, у него там есть что-то на странице, нет, но невозможно. И что нету никакого сервиса, который мог бы это отсеивать. Ну, Раньше смотрите, был, не работает. нет, сервисов полно, но они все тоже не очень, они несовершенны, мягко говоря. Вот. Ну, как определить? Если там в имени, ну, как бы имя, ник пользователя нечитаемый, там какие-то цифры, набор цифр и так далее, не всегда это не обязательно, но, скорее всего, это бот. Вот. Да, но это очень частый человек из России, который боится, что его определят. Я это проверяла. И я проверяла, что В смысле, нет, подождите, понятно. еще раз, есть разная система, разные социальные сети, они действуют немножко по-разному, у них разный подход, у них разная система модерации и так далее. Да, в Ютубе сделали сейчас вот эта анонимизация комментариев, вот, и да, правда, это как бы вот так это работает. А хорошо это или плохо, я не знаю, вот, но как бы если человек там просто скрывается от того, что он там, как бы, что что-то его там где-то в России поймают, я очень с трудом понимаю, как, вот, то, ну, его ценность, да, вот этого комментария снижается, ну, наверное, раз в 15. Если человек боится сказать под своим именем что-то. Ну, Михаил, правильно я понимаю, что вот это для наших слушателей, ни вам, ни мне, ни Андрею, нам скрываться уже поздно, да, мы все уголовники, поэтому, так сказать, на нас клеймо на лбу стоит, враги советской власти. Но для наших слушателей, вот когда они оставляют комментарии, они рискуют, что их могут вычислить или нет? это другое исследование было, то, что мы делали по поводу того, что как привлекают к ответственности. Смотрите, здесь какая ситуация. Для того, даже сейчас, вот когда вот уже война идет, и там уже, по-моему, вот этот маховик уже там раскручивается, все раскручивается, государство все равно, у него есть там определенная, как это по-русски сказать-то, емкость, да, производительность системы. Во-первых, они не могут обработать все. Во-вторых, они стараются привлекать к ответственности там, где это легко сделать. Ну, то есть для того, чтобы вычислить, допустим, пользователя Ютуба, если он там сам свое имя, фамилию не написал, адрес, место жительства и еще и паспортные данные не оставил, его найти довольно трудно, потому что Google не выдает, вообще в принципе сейчас не выдает никаких данных своих пользователей. Более того, он даже этих пользователей предупреждает. Ну, то есть, не знаю, мне несколько раз приходили письма такие от Гугла, что вот на ваш аккаунт пришло письмо с раскрытием данных, мы решили, что мы этого делать не будем, но вас предупреждаем, поскольку вот за вами ведется там какая-то слежка. То есть это, вот Google прямо это делает. Twitter, насколько я знаю, не делает ничего такого, Facebook тоже не предупреждает, по-моему, но и не выдает ничего. Зато А Телеграм? Telegram тем более. Зато прекрасно выдает ВК.
И поэтому 95% вот всех, да какой 95, наверное, 98, наверное, процентов вообще всех дел по комментариям, лайкам и так далее, они связаны с ВК. Именно потому, что там у ментов есть буквально целый интерфейс, то есть они не просто там запросы какие-то делают, они могут в режиме реального времени смотреть, кто что, откуда, на какой номер телефона зарегистрирован аккаунт, IP-адрес и так далее. И все, они очень быстро, у них отстроенная система, они очень быстро могут доказывать этих пользователей. В отличие от, например, того же самого какого-нибудь Ютуба. А у меня есть Понятно. у меня есть дело мое, уголовное дело, в котором они пытались деанонимизировать меня, как автора телеграм-канала «За телеком». И они это делали следующим образом. Они нашли выступление наше с Сашей Плющевым, я регулярно у него появляюсь в точке, и где Саша Плющев говорил, что вот это владелец, администратор, ну, в смысле, автор вот этого телеграм-канала «За телеком». Вот, и я подтверждал это, и они потом по моей фотографии доказывали, сравнивали ее с паспортной фотографией, доказывали, что это я. Вот таким образом они это делали. Ну и там случай-то серьезный был, ну, в том смысле, что для них, да, что я-то им все-таки, видимо, наношу какой-то, видимо, ущерб, просто они так реагируют на это все. Вот, но обычных людей, ну, я не думаю, что кого-то из-за комментариев под Ютубом будут бегать днем с огнем искать. Ну, есть элементарные вещи, как себя обезопасить. Не регистрируйтесь под своим собственным именем, придумайте себе какой-нибудь ник, в Ютубе и пользуйтесь им. Я не знаю, ну просто мне даже в голову не приходит, как можно по этому нику кого-то идентифицировать. Ну, если вы там только сами где-то не сказали публично, что вот у меня такой-то ник, как у меня за телекомом. Мгм. Спасибо. Андрей, вот журналисты-расследователи, в том такие, как вы, очень часто в последнее время используют в своих расследованиях социальные сети с тех вот, кого они разоблачают. И очевидно совершенно, что если вы, журналисты, используете эти методы, то и противоположная сторона в погонах это тоже делает. Вот вы как скажете, как можно защититься от этого? Ну, во-первых, по поводу погон, да, конечно. Я помню, что когда году в 17-м я создавал в телеграм-канал «Чудеса Асинт», да, то есть Open Source Intelligence, разведка накрытых данных, и тогда это слово только-только стало популярным благодаря расследованию Bellingcat. Оно вообще было в новинку, и тогда, ну, то есть я помню, читал тренинги, да, это вообще совершенно людям было незнакомо, а сейчас, во-первых, там и везде, и в России, как раньше, значит, люди собирали в актовом зале где-нибудь людей на семинар «Как стать счастливым», теперь собирают на семинар по Асинту. И такие же мероприятия проводят в том числе собственно, людей в погонах. И более того, забегая вперед, вот мы, наверное, будем говорить про телеграм-боты с персональными данными, да, то есть один известный телеграм-бот, и, наверное, я, в принципе, их никогда не называю, потому что вообще угроза этих ботов для граждан очевидная, потому что пользуются мошенники, сталкеры и прочее, но этот можно назвать, да, глаз бога, который известен как подментованный по разным причинам, в том числе потому, что у полицейских там расширенный доступ бесплатный, даже есть как бы своя версия этого бота, которая не закрывается никогда телеграммом, и уже есть случаи, когда скрины из этих ботов с утекшими персональными данными прикладываются к той или иной, значит, каким-то оперативным отчетам, вот, даже там, штрафовали людей на основании этих данных, поэтому, да, они используют абсолютно точно вот то же самое, что используем мы, это факт. Защита, ну, опять же, мне кажется, Михаил очень верно провел категоризацию, да, соцсетей. То есть в первом риске находятся соцсети, в котором они могут прийти и удаленно узнать, кто владелец аккаунта. То есть написав запрос, в смысле, да, ВК, вот кто с этого аккаунта выходит. И даже если там имя, например, там будет не Михаил Климарев или Андрей Захаров, а Захар Андреев и Климар Михаилов, да, как бы, ну, IP там будет, да, соответственно, телефон регистрации будет, то есть, и, соответственно, они смогут выйти на этого человека, дальше пришли домой, мордой в пол, зашли ВКонтакте, там тот же аккаунт, доказали, да, или там Одноклассники. С Телеграмом другой вопрос, об этом можно долго говорить, потому что в Телеграме, вот мы с Михаилом это обсуждали, есть система Деанона, используя как раз утекшие базы, вот, и уже есть случаи, когда людей штрафуют за комментарии в Телеграме, но не потому, что Телеграм дает данные, а потому что есть возможность деанонимизации, но там в конечном счете важную роль играет именно когда к человеку уже приходят, кладут мордой в пол и проверяют, что
их деанон, используя сервисы, которые мы, журналисты, используем, правильный, потому что там тот же аккаунт. Да, и вот, собственно, и дальше человек сознается, что это его аккаунт, его штрафуют. Есть такие случаи, они описаны. Вот. Соответственно, поэтому градация простая. Не писать ничего того, за что вас могут в России оштрафовать или, не дай бог, посадить ВКонтакте, Одноклассниках и думать про комментарии в Телеграме, потому что у российских правоохранительных органов МВД есть публичные контракты на доступ к системе деанонимизации, да, вот, пользуйтесь Телеграме, там парсятся комментарии, и, ну, собственно, даже есть телеграм-боты, которые парсят комментарии, их можно посмотреть, комментарии людей. Не все, но часть комментариев можно посмотреть. Соответственно, о Телеграме тоже думать. Что касается практики по Фейсбуку, там, Твиттеру, Инстаграму, то, насколько вот я понимаю, да, регулярно пишут правозащитники, сетевые свободы, Миш, по-моему, у тебя тоже такое было, да, что очень редко они кого-то штрафуют за заблокированные соцсети. Ну, то есть зачем им, то есть Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, если вот у тебя ВКонтакте и так целые косяки идут, ты только успеваешь, значит, там эти протоколы выписывать, а это, как Миша правильно сказал, долгий процесс. Это же надо там, значит, находясь в комнате, зафиксировал. Это же не просто там машина. Поэтому в целом считается, что в этих соцсетях они по некоторым статьям действительно и там тоже могут оштрафовать. Вот, в том числе, например, на агентов штрафуют, да, за посты, по-моему, в Фейсбуке, который заблокирован в России. Вот, то есть не включают VPN. Но в целом вот такое массовое, это опасность ВКонтакте, Одноклассники и, наверное, следующий Телеграм. Опять же, не из-за того, что Телеграм сдает данные, а из-за того, что вот есть возможность деанонить, и Телеграм популярная соцсеть. Эти соцсети, ну, просто, если последнее сказать, ну, максимально, самое простое, это не использовать свое имя, первое. Вот. Ну, и никаких личных данных не указывать. А ни Facebook, ни Twitter, ну, я верю в Twitter, в том смысле, там, понятно, там, ни Instagram, и тем более, как Миша правильно сказал, Google, они не будут передавать данные. Так что, если вы не под своим именем пишете что-то в Фейсбуке, но ваш Facebook зарегистрирован на ваш телефон, и нет способов, оперативных способов вычислить, что это ваш Facebook, ну, риск очень минимальный, потому что у них и так, опять же, куча людей ВКонтакте, которых нужно оштрафовать, за исключением случаев, когда к вам приходят, кладут вас мордой в пол, и уже какой у вас там не был бы аккаунт, все легко узнается. Да? Вот в этом смысле от этого защиты нет. То есть, если какой-то появляется оперативный интерес, что-то он там пишет, вот он живет там в этом маленьком городке, как это был случай в Краснодарском крае, что-то пишет там в местном паблике. Дальше человеку приходят, уже мордой в пол, и залезает в его аккаунт. А там можно найти уже, в принципе, по нынешним временам и на госизмену. Так что хорошо бы еще, помимо всего прочего, там, не знаю, периодически чистить историю и прочее, или выходить из аккаунтов, за которые вас могут посадить, и заходить в них только, чтобы поставить комментарий, а потом выходить. Андрей, спасибо. Но вот я хотела бы уточнить одну вещь. Вы сказали, если я правильно услышала, что у российских репрессивных органов есть контракты на деанонимизацию пользователей. Правильно я понимаю, что с Телеграмом есть такой договор, и Телеграм предоставляет такие данные? Нет, как я сказал, Telegram, нам неизвестно о том, что Telegram предоставляет данные. Все случаи, которые якобы это предоставление данных, часто в итоге оказывается, что был какой-то общедоступный чат, в который имели доступ 10 человек. Что не дает, конечно, гарантии, что где-то там не сидит сотрудник, который сотрудничает со спецслужбами и может... Но это теория, нет таких доказательств. То, о чем я говорю, это чисто машинный способ деанонимизации. Попробую вам в 2 минутах объяснить. Смысл следующий. Telegram довольно открытая соцсеть в плане скачивания данных. И главный идентификатор в Телеграме – это ID. Он даже его там, чтобы посмотреть, нужно там, делать расширенные настройки, но у вас может не быть юзернейма в Телеграме. Вы можете телефон скрыть, вы можете его поменять. Вот. Но ID пока у вас остается неизменным, если вы не делаете себе новый аккаунт в Телеграме. Как делают силовики? Да? Собственно, парсится, то есть анализируется. Ну, это даже не они, это закупают систему, называется она Insider. То есть анализируется весь массив Телеграма, и дальше происходит то, что называется match, то есть соединение. Вот есть Telegram ID,
знаете, как, например, вы с кем-то переписываетесь в Телеграме, а потом вам человек говорит свой номер телефона. Вы его добавляете, и у вас переписка объединяется, да? Это вот удобство такое в Телеграме, чтобы у вас как бы подсасывались контакты. Но в этом удобстве есть угроза, потому что как раз используя вот программный способ, ну, даже не силовики, это сторонняя система, она умеет показывать, что вот этот номер телефона соответствует такому-то ID. Ну, условно говоря, это система с там, по-моему, 80 миллионов телефонных номеров, как мобильный телефон с 80 миллионов телефонных номеров, да, и дальше она просматривает, собственно, как бы парсит Telegram на предмет соответствия этих телефонных номеров ID. Все. А дальше, если телефонный номер человек использует, и он есть в утечках, Яндекс Еды, Сбербанке, где-то еще, эта система показывает, что вот этот вот Telegram ID соответствует этому номеру телефона и этому конкретному человеку, потому что он указывал его в каких-то сервисах. И все. И дальше к этому уже привязывается комментарий человека, который также парсится. Но еще раз подчеркну, это не то, что Telegram эти данные предоставляет. Это вот такая вот возможность парсить и смотреть. Ну, собственно говоря, на самом деле не сильно отличается, допустим, от того, что можно делать в Фейсбуке. В Фейсбуке, хотя сейчас, по-моему, довольно позакрывали, наверное, лучше ВКонтакте, да, точно так же можно парсить и смотреть, вот какой аккаунт, что пишет, какие комментарии. Это довольно несложно. А дальше уже смотреть во внутренней системе, кому соответствует этот аккаунт. То есть это именно такой программный способ, вот. А дальше как силовики это используют? Хороший вопрос, потому что нужно же доказать все-таки, да, что это, вот как Михаил рассказывал, как его доказывали, что он владелец Зетелекома. А вот там также, ну, какие там бывают случаи? Ну, мордой в пол. Твой аккаунт. Ну, что ты скажешь, когда у тебя над тобой висит какой-нибудь человек в маске, да, с автоматом? Конечно, скажешь, что мой аккаунт. Ну, все, а дальше все, уже сознался, его аккаунт, вот тебе штраф или срок. Один знаю случай, как раз Краснодарский край. Там парень не сознался, что его аккаунт. Но суд, там штраф был за, по-моему, дискредитацию. Суд сказал, что, приложив, кстати, скрин из как раз телеграм-бота с утекшими персональными данными, что есть достаточно доказательств, что это его телеграм-аккаунт, поэтому он будет оштрафован за свой комментарий. Ну, наверное, если бы ему мешок на голову надели, он бы сознался, что это его аккаунт. Мгм. Давайте сразу скажем, что парсить – это от английского глагола parse. Вот я тоже его не знала, специально сейчас посмотрела. И это означает анализировать. То есть вот когда Андрей говорит, они парсят Telegram, это значит, боты анализируют вот весь этот, значит, огромный поток информации, который идет. Андрей, спасибо. И вот теперь, если давно уже пора нам перейти к заявленной теме, вы как раз назвали одну из угроз, связанных с утечкой персональных данных. А именно, это очень помогает российским репрессивным органам в определении врагов народа. Ну вот скажите мне, пожалуйста, это вопрос и вам, и Михаилу. Вот недавно появилась очередная информация об очередной утечке. И уже у меня такое ощущение, что утекло уже у всех и все, потому что, ну, что только не называли. Ну, естественно, Mail.ru. Я вот просто запрещаю, я не открываю почту, которая приходит с Mail.ru. И всегда всем своим сотрудникам говорила: ребята, вот нельзя пользоваться Mail.ru, потому что с помощью Mail.ru вскрываются адреса ваших контрагентов. Ну, и Mail.ru, и Ашан, и Твой дом, и, значит, Литрес, и СДЭК, и Яндекс Еда, и тут кто-то написал и мессенджер Сигнал. То есть, ну, такое ощущение, что вскрыли уже персональные данные абсолютно всех возможных сервисов, где указываются и паспортные данные, и кредитные карты, и адреса россиян и так далее. Вот опять. Можете, я понимаю, когда это магазинные сервисы, да, там, когда вскрывают базы данных какого-то там Ашана или Твой дом, они, вероятно, используют очень дешевые средства защиты. Но тот же сервис Яндекс Еда, казалось бы, Яндекс довольно была продвинутая компания, или, я не знаю, мессенджер Сигнал. Неужели украсть данные могут обычные хакеры, а не только в погонах?
Миш, может, Кто тогда из вас? я начну про историю, потом ты уже про технику Давай, расскажешь. давай. Да. Смотрите, тут, да, я буквально пару минут займу, чтобы Мише было проще уже объяснять технические вопросы. Как раз, собственно, книжка, которую упомянули, «Русский киберпанк», она в том числе об этом. Да? Вот в The New Times работал такой прекрасный журналист Сережа Канев. Он же работал у вас, да, Евгений Марковна? Да. Да, Сережа Канев, человек, который никогда не скрывал, что у него, значит, там, и он их использовал, да, сотни баз с, как он называет, московских радиорынков. В России там давно, с начала нулевых, действительно на московских радиорынках, а потом на форумах можно было скачать самые разные базы. Как они появлялись? Да? Как правило, это какой-то сотрудник госоргана, полиции. У меня их тоже тысячи, там, этих старых баз, там, не знаю, клиенты проституток Москвы, ну, какая-то ментовская база, да. Они их продавали, и потом эти базы появлялись на, собственно, как Сережа Канев писал, радиорынках, да? Вот. Кто их использовал? Их использовали журналисты, безопасники, да, потому что, ну, безопасник, он не мент, он не может залезть, хотя попросить кого-то, конечно, может, старого знакомого, но вот есть там база, адресная база Москвы, там, не знаю, база платежек Центробанка старая. В общем, все это было много лет, но довольно рынок был закрытый, потому что нужно было пойти купить эту базу или потом скачать на специальном форуме. Вот. А государству, ну, в смысле, правоохранительным органам, эти базы, они были нужны только в том случае, если они облегчали работу. Ну, я объясню сейчас почему. Хотя мне неизвестно случаев, чтобы они их использовали. Ну, зачем полицейскому использовать утекшую и уже не актуальную базу, потому что она актуальна на момент утечки. Да, например, там базу ГИБДД Москвы. Если он сам может залезть в базу ГИБДД и посмотреть актуальную информацию. Да, это вот важный момент. И им пользовались те, кто не имел доступа к полицейским базам. Как правило, я сейчас объясню, почему, как правило. Революция произошла пару лет назад, когда появился первый как раз телеграм-бот, тот самый Глаз Бога. Он был сформирован как? Ребята с рынка пробива там долгое время скупали вот те самые старые базы, которые там еще Сережа Канев пользовался 10 лет назад. И появилась прям революция. То есть не нужно тебе идти на радиорынок, не нужно тебе, значит, ничего качать. Зашел в бот, взял информацию. Вторая революция произошла после начала войны, потому что война началась не только горячая, еще и кибервойна. Да? И России объявили войну хакеры, вообще киберактивисты из Украины, со всего мира. Есть и ответная война там, российских окологосударственных или государственных хакеров, но не в этом дело. И украинские хакеры, вот часть утечек, которые вы упомянули, да, они публиковали в открытую. Там Московская электронная школа, Сбер, спасибо, ну много-много всего. И сейчас Telegram полон ботов. Есть крупные боты, которые формируются давно, и где есть утечки до 2022 года, их парочка. И есть десятки ботов, сформированных на утечках вот 22-го, вот так много. И опять же, это утечки почти все. Это был взлом централизованным в рамках кибервойны. Миша сейчас, я думаю, подробнее расскажет, почему ломают даже гигантов, да? Так как эта информация довольно полная, то есть даже в этих ботах, сформированных только на информации 22-го, там, 24-го годов, цифровые портреты почти всех россиян. Вот. Соответственно, вот так это было сформировано. То есть когда-то какие-то нехорошие сотрудники сливали, чтобы заработать денег. Сейчас есть вот. Еще иногда сливают по-прежнему сотрудники, продают. Да? Если будем говорить про как раз базу пересечения границы, об этом отдельно поговорим. Что касается, соответственно, полицейских, то, ну, действительно, они используют вот тот глаз Бога, потому что им удобней. Потому что одно дело, ты пишешь там запрос сюда, 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 все-таки там бюрократия, да? А тут ты зашел, и тебе по телефону сразу из всех утечек дали. Это облегчает их работу. Но в этом и есть смысл киберпанка, потому что вообще-то по российским законам используют утекшие базы, но они утекли незаконно. И это, не, ну, как бы, это по уголовной статье. В этом как раз смысл, да, киберпанка, о том, что и журналист может купить информацию о дочке Путина, да, ну и мент может зайти посмотреть. При этом у нас вроде как тут, значит, цифровой ГУЛАГ. Соответственно, заканчивая, важно всегда понимать источник утечки, да, хакерская атака очень часто она как раз носит характер наказать, там, например, российское государство, или кто-то специально что-то продал, и потом все это аккумулируется вот в этих самых агрегаторах, да, есть популярные, есть менее популярные, которым, ну, как бы еще раз последнее скажу, у силовиков это все и так есть. Силовик и так может попросить СДЭК, Mail.ru, кого угодно, дать информацию. Просто когда у тебя все в одном месте, пусть они самые актуальные, это прикольно, поэтому они пользуются. Вот, я думаю, Миша про безопасность
расскажете. Спасибо. Михаил, вот сначала, если можно, я вас спрошу, действительно ли удалось вскрыть мессенджер Signal? Все-таки считалось до самого последнего времени, что это самый безопасный мессенджер по сравнению с WhatsApp и с другими, хотя и у WhatsApp, так сказать, двухфакторная есть теперь защита, и вроде бы шифрование на двух сторонах и так далее. Но Signal считался самым безопасным. Правильно я понимаю, что все, Signal тоже вскрыли? Ну, вообще-то я лично никогда не считал его самым безопасным, вот, ну, потому что это, ну, неправда. А я не знаю, какая, правда, утечка была от Сигнала, я об этом почему-то не слышал ничего, может быть, что-то пропустил, сейчас посмотрю, но, по-моему, утечек от Сигнала не было. Там была другая проблема, там проблема с архитектурой, с того, как этот мессенджер устроен. А, Первое, почему Сигналом лучше не пользоваться, но сейчас эту вещь уже закрыли, там сейчас обновления прошли, это то, что когда вы общались, вам нужно было показать номер телефона. Ну, то есть вам не могли написать, не зная ваш номер телефона. Вот он Сигнал сейчас весь на этом основан. Точно на таком же принципе сейчас основан мессенджер WhatsApp. Я не пользуюсь этими мессенджерами принципиально, потому что я сразу отдаю номер телефона, и по-другому я не могу никак ни с кем общаться, не зная номера телефона. Номер телефона привязан к оператору связи. Оператор связи находится под контролем у государства, у любого, в том числе там, и Соединенных Штатов, и кого угодно. Вот. А поскольку он находится под контролем государства, соответственно, эти данные, ну, могут потенциально утечь, могут стать предметом, ну, как бы связи, да, вот вашей четкой, конкретной, доказываемой в суде, связи вас с конкретным, как бы, пользователем в интернете. А Вот. какой мессенджер вы считаете безопасным, более-менее? Ну, Telegram безопаснее в этом отношении. Вы серьезно это, да? Серьезно, серьезно, да. Ну, возможно, честно говоря, я слышал Нет, совершенно... сейчас Я помню, что и Сноуден писал, когда еще он писал в Твиттере, он писал о том, что с его точки зрения Сигнал – это самая защищенная сейчас система связи. А как раз безопасность Телеграма, если я правильно помню, тот же самый Сноуден ставил под сомнение. Ну, давайте я усомнюсь вообще как бы в какой-то компетентности Сноуда. Он же никогда не был инженером, вообще-то на минуточку. Он был, ну, типа, общественным деятелем. Вот. Ну, вообще-то он работал в Нет, одном подождите из... секунду, давайте я разделю вот эти все вещи. Есть идентификатор, с помощью которого можно связать конкретного человека с конкретным аккаунтом. Вот в качестве идентификатора в Сигнале использовался номер телефона. Сейчас в последнем обновлении они это закрыли. Вы сейчас можете скрыть номер телефона и указав туда как ник. То есть они, ну, как в Телеграме. То есть в Телеграме вам не надо не знать номера телефона, чтобы написать человеку, вам надо знать его ник, который ник придумывает сам человек. Понимаете, да, о чем я говорю? Угу. Вот. А вторая часть – это того, как передаются сообщения. Сообщения передаются зашифрованные, и в том и в другом случае, в случае сигнала и в случае телеграмма, но отличаются, в некотором смысле отличаются протоколы, как это сделано. А у сигнала используется протокол так называемый end-to-end шифрования. То есть создается ключ одновременно на одном устройстве от абонента А, создается ключ на телефоне абонента, на устройстве абонента Б, вот, и между ними происходит обмен данным. Абонент Б шифрует своим ключом, а абонент А шифрует своим ключом, и в итоге они как бы расшифровывают эти сообщения. Если третий участник здесь где-то встает, чтобы перехватить эти сообщения, он ничего не поймет, потому что для него это будет выглядеть как, ну, просто поток данных каких-то, там, набор битов и байтов. Понятно сейчас объяснил, да? Понятно, Вот. да. Да. У Telegram, но при этом есть некоторое неудобство, да, когда вы вот таким образом вы передаете сообщение, вы не сможете, допустим, работать с сигналом одновременно с двух устройств. Ну, то есть вот вы как на Телеграме вы написали на телефоне, тут же садитесь за ноутбук, и на ноутбуке у вас те же самые сообщения, вплоть до того, что вы там начали какое-то сообщение на телефоне и заканчиваете ее на ноутбуке. Вот. Да, для силовиков очень удобно. Что удобно? Нет, сообщения-то все равно шифруются, но они хранятся на сервере, на каком-то в третьей точке. Ну, чтобы вот так вот можно было связать.
У сигнала это так сделать невозможно. Ну, вот этого удобства нет использования. Если вы хотите прямо, чтобы там и Telegram в том числе не мог прочитать никакие сообщения, используйте в Telegram, используйте Secret Chat. Это будет менее удобно, это будет правда, ну, вот как бы эти все, правда end-to-end шифрования. Вот. Но в остальном, вот как сделан в качестве удобства, в качестве баланса между как раз безопасностью и вообще юзабельностью, Telegram на голову, на порядок обгоняет сигнал. Сигнал, я каждый раз сажусь за сигнал, у меня кровь из-под ногтей идет, потому что это десятилетней давности способ коммуникации. Ну, ладно, не суть. На самом деле не об этом речь. Как утекают вообще данные по всему миру? Да очень просто. Компания в интернете, как бы должна взаимодействовать со своими потребителями и должна знать от них какие-то, данные. Условно, там, магазин Amazon не может отправить вам никакой товар, если он не будет знать вашего адреса. Если ему не придет какой-то платеж, он тоже не может, он же не может просто отправить товар, кому попало. Поэтому он должен знать вашу там карточку, номер карты, он должен знать, как-то идентифицировать своего пользователя, он должен знать как минимум адрес, куда этот товар доставляется. Вот это вот как бы информация, которая используется компаниями для того, чтобы решать свои проблемы. Есть избыточные данные. Например, для компании e-commerce какой-то, да, там торговли, им не нужно знать на самом деле, например, паспорт или вашу фотографию иметь. Но это нужно знать банку. Помните KYC, да, знай вашего клиента, знай своего клиента. Когда вас заставляют так вот головой вращать, еще что-то такое, какие-то такие данные собираются. Это для того, чтобы потом определить, что, поскольку речь идет там о деньгах, иногда это большие деньги, и для того, чтобы определить конкретного пользователя, иногда на такие вещи как бы компании идут. В России ведь ровно точно так же все это обстоят эти дела, за исключением, когда требуют каких-то, допустим, избыточных вещей. Например, требуют номер паспорта при заключении контракта с мобильным оператором. Оператору связи не нужен паспорт от слова совсем. То есть зачем ему нужен паспорт, как это поможет мне оказывать ему услуги? Но это заставляет его делать государство. Государство заставляет его это делать для того, чтобы потом как-то найти, собственно, чтобы за пользователем было удобнее следить. Зная ваш номер телефона, вы точно знаете, что у вас есть номер паспорта. В обычном, во всем остальном мире, на самом деле там используют тоже, заставляют операторов связи в некоторых странах, заставляют предоставлять паспорт, в некоторых странах это сделано изощренно, как, допустим, в Великобритании, что вас там считают, если вы не предоставили паспорт, вы можете пользоваться услугами связи, но там все будет заблокировано. Вас считают ребенком, да, и вы, чтобы доказать, что вы не ребенок, вы предоставляете свой паспорт, такие как бы изощренные схемы идут. Но на самом деле оператору связи эти данные не нужны. Но не суть. Дальше, накапливая вот эти базы данных для того, чтобы оказывать какие-то услуги, предоставлять товары, еще что-то такое, накапливается какая-то там история взаимодействия, накапливается там, на какие адреса там условно отправки были, еще что такое, сами отправки, что покупает клиент и так далее. Из этого там возникают системы, там, не знаю, более эффективного сбыта, рекламные какие-то системы возникают и так далее. Чем больше данных набрали, тем более эффективно работает компания. Но это вещь, на самом деле, вот эти данные, это вещь, на которых держатся все эти корпорации. Если они будут утекать в простой форме, просто если типа это будет открытое, да, они будут терять конкурентное преимущество. Поэтому все корпорации на самом деле стараются закрывать эти данные от внешнего мира. Но системы несовершенны, как мы выяснили вот только что, да, в начале самого разговора с CrowdStrike. Собственно, CrowdStrike — это как раз компания, которая именно предотвращает такие утечки. Она именно этим и занималась. Но у них бывают вот такие вот ошибки, у них бывают какие-то проблемы возникают. Это все очень сложные системы. Там иногда системы возникают, там ведь не одна система, да, на компьютере пользователя находится, там же много каких-то систем. Иногда они между собой несовместимы, иногда действительно какие-то дырки находятся, недочеты в программном обеспечении, туда проникают хакеры. Но чаще всего данные утекают из-за внутреннего пользователя, инсайдера.
когда просто человека какого-то подкупили, он взял, украл эти данные и отдал. Вот. А в России это еще более сильно усугубляется тем, что государство очень сильно влияет на все эти компании. Помните, у нас там был закон об АРИ, пакет Яровой, вот эти все законы, которые с 2016 года принимались, их там не один десяток. Система оперативно-розыскных мероприятий, там их несколько вариантов. Вот эти все как бы данные заставляют компании накапливать эти данные, хотя они им не нужны для того, чтобы оказывать эти услуги. Но заставляют. Вот. И сейчас к ним еще пытаются получить доступ все правоохранительные органы. Сейчас практически там тоже все утечки происходят уже не от самих компаний, а именно от правоохранительных органов. Ну, потому что у них есть этот доступ, они сами не несут ответственности перед компанией, перед, там, я не знаю, они не получают зарплату в этой компании, плевать на нее хотели. Они собирают себе эти данные, а потом отдают вот этим всяким глазам Бога, о которых рассказывал Андрей. Сами же отдают. То есть зарабатывают на этом прежде всего силовики. Вы называете их правоохранительными органами, я прям подпрыгиваю здесь на стуле, потому что право и органы российской власти не имеют ничего общего. Простите меня великодушно, Михаил. Но согласен совершенно. Я правильно понимаю, что они главные, кто на этом зарабатывает, они бенефициары этих? Именно поэтому сейчас идет стремление такое, чтобы там, не знаю, более-менее крупная компания, вот эти все законы, ну, по поводу АРИ, организатора распространения информации, загнать туда их как можно больше. Потому что они тогда получат больше данных, они получат больше контроля, они получат больше возможностей терроризировать. О каких деньгах идет речь? Вот сколько это примерно стоит? И у меня тот же вопрос будет и к Андрею, потому что сейчас мы будем говорить и о журналистах, которые за это платят. О каких деньгах идет речь? Ну вот то, о чем я говорил, например, да, ну это по поводу коммерческих организаций, почему они заинтересованы в этом во всем. У них есть, естественно, тоже службы безопасности. Но вот я знаю точно про операторов связи, поскольку там проработал довольно долгое время. Вот. И у безопасников в операторах связи был KPI такой, ну, как бы показатель, да, их эффективности их работы. Стоимость пробива, она называлась. Вот сколько стоит пробить абонента у конкретного оператора связи. Вот. И, соответственно, если это было самое дешевое, там, вот эти четверки, пятерки крупнейших операторов связи, вот, то там безопасники получали штраф какой-то, да, если у них было дороже, им это выписывали за это премию, они к этому как бы стремились. И, ну, там все знали, там, у кого какие данные утекают быстрее. Там речь шла о том, что ну, вот база данных, допустим, утечка какая-то, пробить одного абонента, включая там за месяц, или за квартал, пробить одного абонента, включая все его контакты, куда он звонил, СМС отправить, там доходило там, до 50 тысяч рублей одного абонента. Да, это хороший заработок. Это с рынка, если как бы приходить. Ну, вот это как бы вот типа того, что то, что делает вот этот самый глаз Бога, например. Вот. И чем дороже, тем как бы лучше, да, ну, то есть тем лучше работают безопасники. Они ведь это тоже не могут полностью закрыть, потому что, ну, опять же, у операторов связи, помните эти салоны связи, куда вы могли прийти, допустим, там, получить выписку о всех своих звонках, а почему у меня столько денег стоит и так далее. Их ведь по всей стране таких салонов связи тоже ведь даже не тысячи, а десятки тысяч. И находятся, их, собственно, подкупают таких людей, у кого есть доступ к таким системам, их подкупают, и они просто начинают собирать эти данные, собственно, вот им эти деньги и платят. Ну, там частично, понятно, там куча посредников проходит, вот, но, как правило, это вот таким образом работает. А тут представьте себе, что заходит какой-то там мент, да, и, ну, просто приказывает отдать все данные СДК. Почему? Не почему, потому что, или ФСБшник, особенно ФСБшник, почему? Потому что государственная тайна. Базу данных, пожалуйста, вот скачайте, вот вам как бы флешка. Ну или на что они там скачивают. И все, они ничего сделать не смогут. Михаил, ну подождите, только что Андрей говорил, что у силовиков и так есть доступ ко всем базам данных, что им, собственно, им-то зачем? А затем, чтобы избежать бюрократии. И затем, чтобы, опять же, зарабатывать деньги. Одно дело, я там пишу бумагу, запрос в тот же СДЭК, условно, или в Яндекс Такси.
что вот у меня там, мне надо обосновать, почему я запрашиваю эти данные, по крайней мере, для начальства, по какому делу, вот, ну там исходящее, входящее, фамилия конкретного пользователя. Вы же тогда не сможете это использовать в своих интересах. Уж какие там у них интересы, это отдельная история. Вы не сможете это использовать в своих интересах. А тут, пожалуйста, у вас так все есть. Вам не надо никому ничего писать. Вот, у вас все это лежит, и более того, ну, менты, как правило, тоже не самые большие специалисты по компьютерным технологиям, они же это отдают каким-то там парням, которые уже это все делают. Вот. То Вот они есть там для совместно начинают силовиков зарабатывать. это заработок заключается в том, что они могут получить за бесплатно данные и продать. Да? Поняла. Ну, Теперь вопрос к нет, Андрею. я думаю, что на самом деле немножко сложнее, конечно, все. Там же еще есть вопрос влияния. Вот. Ну, то есть, если у меня есть данные какие-то, я могу там кого-то шантажировать, эти данные, ну, сразу вырастают в цене. Понимаете, да? То есть это вообще-то ну, это источник власти. Вот. И, соответственно, кто больше набрал таких данных, у того больше власти. Все просто. Да, поняла. Андрей, вопрос к вам. Христо Грузев, очень известный журналист-расследователь, все мы его хорошо знаем, в фильме об Алексее Навальном говорил публично о том, что он покупает в том числе базы пробива и в том числе базы авиабилетов для того, чтобы делать свои расследования. Благодаря этим расследованиям мы знаем, как следили за Алексеем Навальным, как следили за Владимиром Карабурзой, там, за Дмитрием Быковым и так далее, так далее. Это при этом, во всяком случае, в тех журналистских организациях, которые, зарубежных, и американских, и международных, в которых мне приходилось участвовать, существует довольно жесткий запрет на плату за информацию. И суть этого запрета заключается в следующем, что когда вы платите за информацию, во-первых, вы не можете быть уверены, что источник вам не подсовывает что-то только для того, чтобы получить деньги. И второе, вы создаете, собственно, рынок предложения, да? Рынок спроса. И, соответственно, появляется предложение и на незаконно добытые данные. Вот что вы, как журналист-расследователь, который много работает с базами данных, по этому поводу думаете? Смотри, здесь тоже нужно немножко пройдиться с терминами. Мы как-то остановились вот в моменте, как устроен рынок данных в России на утечках. То есть утечка – это то, что по каким-то причинам, будь то взломано хакерами, потому что украинскими хакерами, да, и было опубликовано, или хакерами, которые потом это продали для агрегаторов, или как раньше, как вот Михаил описывал, да, там какой-то мент закачал, там, не знаю, базу какую-то и пошел, продал ее, и потом она продается на радиорынках. Это один мир. Но в этом русском киберпанке есть и следующий уровень, который возник несколько лет назад. Это так называемый рынок пробива. Когда вы получаете доступ, вот как будто вы мент или вы ФСБшник. То, что делает Христо Грозев, или то, что делают там другие журналисты и расследователи, используя рынок пробива, этот рынок расцвел там где-то лет 8 назад и довольно сильно потеснил как раз утечки. Что такое утечка? Утечка утекла, и она уже не актуальна. Вот утекли там базы ГИБДД Москвы год назад, и вы, работая с этой, ну, вы расследователь или вы мошенник, у вас есть данные на год назад. Там может не быть новой машины. У кого они есть? Они есть у, значит, полицейского. Или, Михаил приводил пример, у вас есть мобильный номер. Он может быть в утечках, потому что в утечке там с дека 2 года назад человек указывал ее. А если новый номер? Для этого существует рынок пробива. То есть это как он устроен. Да? Вот есть клиент, это мошенник, журналист, кто угодно, посредник, который сидит в Телеграме, аноним, который очень тяжело вычислить, хотя это иногда удается, и, собственно, коррумпированные сотрудники. Вот Миша говорил детально про сотрудников сотовых компаний, да, банков и кучи госорганов, у которых, собственно, эта информация покупается. То есть вы как бы платите деньги за то, что он заходит и вам закачивает информацию. Не всю базу авиабилетов, не всю базу переговоров, а по конкретному человеку. Это как бы высший уровень. И парадокс в том, что государство, стремясь
опутать, как Миша сказал, да, людей этим контролем. С другой стороны, потому что в России, да, огромный уровень коррупции, одновременно, да, туда может залезть Христо Грозев, сидя в Вене, и вычислить ФСБшников. Это главный парадокс этого как раз русского киберпанка, о котором я пишу книжку, где все будет детально, и там, кстати, будет Христо Грозев, один из героев, про него целая глава будет. Так вот, соответственно, этот рынок до сих пор существует. Там после всех расследований возникли некоторые проблемы, то есть пробивщики гуглят, ну, и посредники гуглят того, кто им заказывает, и, собственно, сами исполнители, да, и если это известная фигура, присесть они не хотят, да, потому что ведь вычислить, кто пробил, вот Миша это описал, да, ну, это просто на раз-два. Вот как те, кто того там мента, который пробивал для Христа отравителей, да, ну, собственно, это в системе смотришь, кто, значит, это делал. Вот. Там, правда, кстати, биллинги у них было довольно забавно. Там были мошенники, которые прикидывались фейковыми сотрудниками полиции, и у Мегафона МТС с фейками решений судов добывали биллинги. Так вот, рынок немножко прижали сейчас. То есть гораздо сложнее заказать публичных фигур, практически там, только за большие деньги можно. Да? То есть ты можешь пойти в утечки, еще раз, да, потому что это уже утекло, это доступно, но там на момент вот утечки актуальны, и она не вся. А ты хочешь биллинги, биллингов нет в утечек, да? Ты хочешь там все пересечения границы, все авиабилеты, ну там есть вот кусочек сирена, хакер украинский взломали, но она как-то кусочек. Ну вот, они там сейчас это проверяют. Соответственно, да, есть журналистская этика, и поэтому, во-первых, даже про утечки, про то, что используют утекшие базы, даже Сережа Канев долгое время не рассказывал, это этика. Ну, в БК, например, не скрывали этого. Я с ними об этом разговаривал, они говорили, они там покупали эти базы утекшие, они говорили, что, ну, собственно, как бы, если государство от нас закрывает данные, что там это скрывать? И парадокс в том, что когда у них много раз изымали компьютеры в офисе, их никогда не наказывали за то, что у них утечки, хотя как бы у них хранились утекшие персональные данные. Настолько в России, да, как бы на это всем пофигу, казалось бы. Так вот, соответственно, сейчас этим пользуются журналисты-расследователи. Западные, ну, я вам честно скажу, да, у них есть такая этика, что мы не покупаем данные, но при этом они партнерятся с инсайдером и Христо. То есть Христо покупает, а партнер в виде Шпигеля не покупает. Но Шпигель-то знает, где Христо берет данные. Так что, ну, то есть Христо платит своих денег, да, и то же самое есть у других партнеров, я не буду показывать, не все это раскрывают, да, хотя есть сейчас российские медиа в изгнании, которые не скрывают, что покупают данные именно на пробиве. Не в утечках, это как бы один уровень, да, а пробив это уровень выше гораздо, это прям прямое уголовное преступление. То есть, ну, еще нет случаев наказа за то, что ты бот используешь, а вот за покупку данных на пробиве, то есть за коррумпирование мента через посредника, потому что это взятка. Ты даешь менту взятку, чтобы он тебя кого-то пробил. И этот рынок, прежде всего, ну, на самом деле, вот если сейчас я об этом скажу еще, да, последнее. Так вот, поэтому западное мнение, да, есть такая как бы этический вопрос. И я вам скажу более. Пару лет назад была конференция у нас у расследователей, где мы дискутировали. Им тогда многие говорили, что ну, это неэтично, действительно есть такое. Сейчас, спустя годы, все меньше людей говорят, что неэтично, потому что государство закрывает от тебя данные, и это единственная возможность эти данные получить. Там Росреестр закрыли, например, да? Как узнать сейчас владельца недвижимости актуального? Ну, за пару тысяч рублей купить на пробиве, это будет заработок сотрудника определенной службы, и он тебе продаст это дело. Пару тысяч рублей не так много. Вот, биллинги дороже стоят, они там до $1000 доходят и выше, но там часть остается у посредника. Так вот, важный момент сказать на самом деле, потому что и от этих ботов типа Глаза Бога, и тем более от пробива, то есть вот мы видим работу этого рынка только в той части, что это делают там расследователи, делают расследование. Ну или вот Глаз Бога используют менты. На самом деле главный потребитель этого рынка это разные мошенники, ревнивые мужья, сталкеры и прочее. Да? Сейчас у мошенников, которые звонят или разводят людей, очень высокий уровень подготовки. Они знают родственников, где человек работает. Вот буквально BBC писала, да, сейчас новый тип разводки от имени начальника. Да? Откуда все это известно? Из утечек. А если нужно, можно и глубже пойти, на пробив. Пробить, сколько у человека денег на счету. И уже зная, сколько денег на счету, ему звонить. Поэтому вот очень важно сказать, да, что этот рынок, он бьет очень сильно по гражданам. То есть, да, и это как раз такой парадокс, да, то есть, с одной стороны, используют расследователи, потому что, ну, типа, так, как бы, такой консенсус достиг, что нет другой возможности получить данные, раз, ну и плюс
раз такие сервисы есть, почему их не использовать? Два. Вот. Но в-третьих, нужно помнить, что этот рынок, он прежде всего бьет по гражданам. Просто мы не знаем как, потому что эти жертвы, они ежедневные. Была история про сталкера в Москве, который купил свою бывшую, он смотрел расследование Навального, и мои тоже, потом хвастался, что смотрел, и учился по ним данные добывать. Она прилетает на отдых, он уже там, потому что он купил поездки ее и покупки билетов. Она купила номер, он купил номер. И это страшно, что данные в России лежат на земле. Правда, они, скорее всего, будут лежать на земле. Потому что сколько государство не пытается с этим бороться, государство, оно еще больше создает поводов, данные утекали, и их продавали коррумпированные сотрудники. Два разных типа. А сколько стоит? Вот Христо Грозев в публичных интервью говорил о том, что он истратил десятки тысяч долларов, если не сотни тысяч, на поиск информации, когда занимался поиском тех, кто убивал Алексея Навального в 2020 году. Вот каков порядок цифр? На пробиве? Потому что если мы говорим про боты, да, то там годовая подписка на какой-нибудь условный бот стоит, там есть боты, там 2000 рублей. И у вас вот есть такой, не буду называть бот, опять же, да, я называю Google утечек, потому что там можно искать по ключевым, как в Гугле. Только это там тысячи баз, утекших там с какого-то определенного периода, даже не с 22 года, да, там подписка 2000 рублей. И вы можете вот неограниченное количество раз про всех все смотреть. Номер телефона, фамилия, дата рождения, место работы, что хотите. Анализы, все. Это утечки. Если мы говорим уровень выше, пробив, да, то есть когда вы залезаете за конкретной информацией через коррумпированного сотрудника, с которым вы не общаетесь, с ним общается аноним, вы только анонимно знаете, там, потому что безопасники, как Миша правильно рассказал, да, там сотовых компаний работают с этим, поэтому там биллинги, они дороже стоят, да, потому что там, собственно, сотрудник очень легко может сгореть. Банковский пробив, там, $1000, может больше. То есть Христо действительно очень много денег потратил. Он мне в интервью для книжки сказал цифру, я думаю, можно сказать, $250 тысяч он потратил в сумме за личных денег. А государственный пробив, то есть из разных государственных баз как раз, он довольно дешевый. Это интересно, кстати. Видимо, потому что больше желающих заработать на этом. Ну, то есть, там, не знаю, опять же, все поездки человека, там, не дороже 10 тысяч рублей обойдутся. Может, за 5 по-разному, зависит, там, меняются цены, зависит от того, как борется. Там есть система Роспаспорт, то есть все ваши паспорта, фотографии на паспорт, там вообще довольно дешевый, он там пара тысяч может стоить. Цены растут, но не сильно. Вот, то есть это речь идет о паре тысяч рублей, из которых там коррумпированный полицейский, сотрудник банка или сотовой компании, получает в лучшем случае процентов, наверное, 40, если не меньше. Остальное седает у анонимного посредника, которых иногда вычисляют чекисты, но чаще они в уголовных делах остаются безымянными, потому что проще прижучить конкретного полицейского. Очень просто. Ты делаешь контрольную закупку, да, на кого-то, видишь, кто купил, пришел, все, он там еще сознался в паре покупок, вот тебе условный срок. Вот. А аноним-то как ты вычислишь? Это как кто-то там в Телеграме. По платежам, да, можно, так их вычисляют, но не всегда этим заморачивается Следственный комитет. Это его, по-моему, подследственность. Проще просто мента нахлобучить, палочку поставить и, собственно, пошел отдыхать. Я нашел То есть Да, Михаил, пожалуйста. И пока разговор шел, я просто погуглил быстренько, я нашел некоторые цифры, причем это Интерфакс как бы ссылается, то есть официальный совершенно источник. Мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банка 15,8 миллиардов рублей. А вернуть клиентам смогли только 1,4 миллиарда. И я хочу подчеркнуть, это только те, которые обнаружили. То есть те, которые там заявили и так далее. Я думаю, что там речь идет на самом деле о триллионах рублей. Не шучу. Вот, то есть это находят там, процент какой-то там сообщает, вот, а там какие-то мелкие суммы, от них никто не сообщает, банки их не расследуют, само собой, там куда-то вот эти все деньги переводятся. Вот, я оцениваю, что это, счет идет на триллионы рублей, это огромный рынок, и действительно он как бы мошеннический именно рынок, и он как раз именно строится на том, что вот эта информация собирается и продается. Объясните, пожалуйста, Михаил, потому что сейчас все испугаются ужасно. Я уже испугалась, но не сильно, но тем не менее. Точно. Это данные, это когда получают данные кредитных карт или как?
Точно так же, как, например, вы помните, мы опять же там верну вас немножко назад, мы рассуждали про боты, вот эти политические и так далее. Точно так же вот объем рынка вот этих политических ботов, он составляет там какую-то, ну там проценты от вообще всего рынка мошенничества, связанное с ботами. Больше всего ботов покупают именно коммерческие какие-то компании, там, не знаю, там, для того, чтобы накрутить KPI, для того, чтобы отчитаться перед пользователями, просто мошенничество какое-то, еще что-то такое. То есть это такой очень криминальный рынок вот с ботами. С мошенничеством вообще зачем крадут? Надо вот поговорить о чем. Зачем вообще крадут персональные данные? Ну, то есть вот как бы собирают их, коллекцию делают и так далее. Одно дело какое-то расследование какие-то проводить. Или там, ну, не знаю, следить за людьми какими-то, да, там, не знаю, за неверными женами, мужьями, там, кем угодно. Вот. Но это небольшой рынок. Это маленький рынок, он небольшую долю составляет. Огромную долю составляют вот те самые пресловутые службы безопасности Сбербанка, да, которые звонят из тюрем людям. Все же с этим наверняка сталкивались. И это прямо колоссальный на самом деле рынок. И вот эта вот служба безопасности – это очень маленькая часть. Они постоянно придумывают какие-то новые схемы, еще что-то такое. И это все связано именно с этим оборотом. Ну почему? Потому что если вас не знают ваш номер телефона, вам и не могут позвонить. Если даже знают ваш номер телефона, но не знают, как вас зовут, ну, мошенничество не состоится, потому что как он То будет? есть, когда, давайте вот просто понятным образом это объясним. То есть, когда вам звонят и говорят, это служба безопасности, предположим, там банка X, Мгм. вы знаете, вас пытаются вскрыть, вам надо быстро изменить пароль, там еще чего-то такое, вы все это делаете, у меня близкие люди на это ловились. Вы это делаете, вам говорят перевести деньги туда, то вы переводите деньги, больше вы их никогда не видите. Правильно? Это Да, хорошо известная история. Да. То есть, когда вы говорите об этих суммах, о которых вы говорите, триллионы, это прежде всего связано вот с такого рода мошенничеством. да, да, именно так. Такого А рода. когда утекают ваши кредитные карты? У вас просто воруют деньги со счета в буквальном смысле. Ну, то есть магазины, на которые просто делаются заказы, деньги перечисляются магазинам, товары до вас не доходят, вы об этом даже не узнаете иногда, если не заглядываете в историю платежей. Или услуги какие-то, или вообще просто переводятся в свои какие-то компании. Могут организовать на вас, ну, как бы зная ваши, допустим, данные, да, там, проживание, паспорт, там, не знаю, имея фотографию вашу на руках, можно открыть компанию на ваше имя мошенническую, с которой потом отмывают налоги, а штрафы приходят к вам. Очень много мошенничества, связанное как раз с государственными штрафами, с штрафами ГИБДД и прочими. Открывают права какие-то, еще что-то такое получают, покупают какие-то там, берут доверенности на какого-то человека, потом все штрафы на этот автомобиль уходят совершенно человеку, который не знает вообще, что происходит. И самое большое, на самом деле, мошенничество, которое вот сейчас связано, это связано с микрокредитами. Когда знают ваши данные, на вас там берут несколько тысяч рублей, вот, потом вы как-то откуда-то узнаете, к вам начинают звонить вот эти вот коллекторы, пытаются с вас что-то получить, вы ни сном, ни духом, потом думаете, ну, черт с ним, как бы проще заплатить им 400 этих рублей, или сколько там, 1000 рублей, вот, и не связываться с ними. Это вот именно оно. И таких, ну, огромное число таких мошенничеств. Я уж не говорю там, как пенсионеров разводят, еще что такое. И как от этого можно защититься? Ух, Если и силовики, которые, ну, понятно, что российские силовики последнее, что делают, они защищают граждан. Но тем не менее, они имеют легальное право получать эти данные, плюс мошеннический рынок, плюс рынок, который создают журналисты-расследователи. И как защититься обычному человеку? никому не верить. И Ну, когда вам звонят, ну, как бы, когда вам звонят с телефона непонятными словами, кстати, там тоже ну, есть и мошенничество такое появилось вот в связи с этим искусственным интеллектом, когда подделывают голос. Ну, то есть вот прогоняют, и прямо вы слышите, что говорит ваш там кто-то знакомый, да, близкий. Такое тоже бывает. Ну, не переводить деньги первопопавшимся, иметь там двухфакторную авторизацию на всех сервисах. Ну, на самом деле это долгий разговор, вот. Но как бы четко и конкретно, как бы вот, ну, просто осознавать это, что вас в любой момент могут обмануть. Любой вот смотрите, платформе. Михаил, я вот только что буквально вчера получаю письмо от некой консалтинговой компании, которая сообщает мне о том, что какие-то обо мне данные утекли, потому что
утекли данные там у врача, с которым я имела дело. И вот они подробно про это пишут и говорят, что, значит, как они извиняются и так далее. А после этого на второй странице они мне предлагают создать аккаунт в неком сервисе, который должен защищать мою информацию. Вот как мне понять? Есть подпись, есть менеджер. Как мне понять? Меня разводят на то, чтобы я сообщила данные очередному сервису, который делает вид, что защищает мою информацию, а на самом деле ее крадет. Или это реальная какая-то история? Ну, это очень странное предложение. Ну, надо думать, надо смотреть. Я же не вижу этого письма. Скорее всего, это мошенники, потому что, ну, нельзя защищать информацию, раскрывая ее кому-то другому еще. Это странное какое-то предложение. Вот. Но да, сейчас вот время такое, когда надо думать головой всегда по каждому вашему шагу, особенно связанному с деньгами, особенно связанному с государством. И особенно надо сказать, что сейчас очень много приходит на телефоны, на имейлы, всякий спам, который говорит, вы отправляли посылку, она никуда не пришла, быстро кликните по этому. Никогда нельзя кликать на эти номера, никогда нельзя кликать на все эти ссылки. Это всегда кто-то у вас крадет информацию. Это просто я с этим сталкиваюсь почти в ежедневном режиме, и привыкла уже никогда ни на что не кликать, а приходит от самых, казалось бы, значит, там какого-нибудь замечательного Фидекса. Андрей, вы упомянули про последнюю утечку, связанную с базами данных о переходе границы. Вы обещали рассказать, кто за этим стоит и что, и какие угрозы с этим связаны. Обещал. Да, да нет, там дело в том, что как это выглядит. Да, есть агрегатор, довольно популярный. Ну, по причинам, которые я назвал, наверное, да, я уже объяснил, почему не хочу их называть, хотя многие туда бежали себя проверять, где появилась, собственно, вот можно себя было найти в некой базе, покинувшей РФ, да, с датой пересечения границы и указанием места причины, типа вот мобилизация. Тут что важно понимать, да, что это во всех этих агрегаторах название базам дается и создателям этих баз, то есть людьми из агрегаторов. В том же агрегаторе сразу же после появления утечки донаторов в БК она появилась в виде под названием «экстремисты». Вот. То есть они закачали, назвали экстремисты. Она там, кстати, каждый год у них повторяется. Экстремисты, экстремисты. Многие просто стали воспринимать, стали писать, я есть в базе покинувших, мне теперь нельзя в Россию. Значит, в другом агрегаторе, довольно популярном, те же данные о пересечении границы за определенный период, вот, и наземные, и воздушные, называются просто пересечение границы 2023. Ну, скорее всего, дата утечки. И мне на этом рынке рассказывают, что как раз вот вроде как, ну, это не, потому что один человек рассказывает, но как раз произошла та самая старый вид утечки, когда сотрудник слил, чтобы заработать денег. То есть на рынке, на котором пасутся как раз вот все создатели всех этих агрегаторов и разных баз для безопасников, появилась утечка пограничной службы ФСБ с пересечением границы. В качестве подтверждения вот человек мне прислал скрин оттуда по очень известному гражданину российскому. Там, значит, его пересечение за 2017 год, бизнес-джет, на котором летел, место, где, значит, паспорт показывал, если это машина там с Финляндии, граница, номер машины и прочее, прочее. Значит, когда они появляются внутри на рынке, эти утечки, именно когда человек что-то, значит, закачал, там, не знаю, сотрудник Мегафона, Сбербанка, чего-то, он там деньги зарабатывает. Она там продавалась. Причем даже цены называли в Даркнете, типа 250 тысяч долларов. И тот вариант, который появился вот в агрегаторах, как минимум двух, я знаю, да, это рекламный вариант, то есть какой-то кусочек, который предоставили, чтобы могли познакомиться с ним те, кто может потенциально купить. И дальше, судя по всему, Медиазона с этим согласна, значит, ребята из того самого вот агрегатора, который всех напугал, где называется покинувшие, они ее обогатили информацией о том, привязав информацию об отъезде из России к какому-то событию, мятеж Пригожина, мобилизация и прочее, прочее. Я не исключаю, что в источнике, в оригинале, то есть базе
пограничной службы ФСБ есть такие пометки, да, вот Миша таких случаев много знает тоже, когда людей по возвращении из России, например, если он давно не был, начинают кошмарить, покажи телефон и прочее, да, возможно, там есть какой-то в базе пограничной службы ФСБ загорается красный флажок, давно не был, да, или, например, там есть фильтр 2 недели после мобилизации, довольно несложно сделать, но самое главное, да, это всего то, что появилось в агрегаторе, это слепок за определенный период, который доступен в агрегаторе. Зачем, как писали, российские силовики знают, что я уехал после мобилизации? Да они и так знают. Зачем чекисту из пограничной службы ФСБ, которому показываете паспорт, залезать в бот или на сайт этого сервиса и проверять вас, если у вас есть все на вас? Вот. В том числе, возможно, там есть фильтр по дате отъезда, это несложно сделать. Вот. Медиазона считает, что такое название этой базе создатели агрегатора дали, чтобы попугать немножко людей. Ну и люди туда ходили, в итоге, значит, на себя заказывали справки, так что неплохо их там обогатили. Считается, что его там сделал якобы какой-то хакер. Про него точно неизвестно, кто за ним стоит. Вот, но в целом они славятся созданием таких немножко политизированных баз. Так что в этом смысле это просто вот показывает, да, как этот рынок течет. Но еще раз, у полицейских, чекистов, всех остальных это и так есть. Поэтому если вы есть в этом списке, это значит всего лишь, что вот в этом фрагменте, который оказался у агрегаторов, вы есть. И, возможно, там была такая пометка в системе, да, пограничной службы ФСБ, уехал после мобилизации. Возможно, это авторы утечки сделали. Вот если вы раньше ездили, все было нормально, ездите, но по соблюдению определенных правил безопасности, потому что есть рандом, когда кого-то там, какое-то количество людей после с рейса останавливают, начинают трясти. Вот, проверять их телефоны. Здесь отдельные есть там инструкции по безопасности, как себя обезопасить. Собственно, вот такой генезис. И последнее скажу, буквально тоже пример, потому что было подозрение, что эта база сформирована из билетов, потому что украинские хакеры какое-то время назад взломали систему Сирена. Это одна из самых популярных была систем бронирования билетов. Она доступна сейчас, кстати. В том числе... Это российская система Да, Сирена? российская, да. Она доступна расследователям, кстати. Вот, то есть можно там любого пробить от Павла Дурова до Михаила Климарева и Андрея Захарова. Там, правда, не все билеты, потому что не все через нее проходило, насколько я понимаю, но довольно много. Вот. Из нее тоже можно было бы сделать базу, покинувшей РФ, всех пугать. Там, правда, нет наземных переходов. И там как раз вот ее источник – это взлом украинскими хакерами сознательный, антивоенный, да, в качестве противодействия России. А бывает, когда кто-то специально продает базу, хотя тоже может взломать, может базу пограничной службы взломали хакеры, но они не выложили ее в общем доступе, а продают за большие деньги, якобы кто-то купил за 260 или за 270 тысяч долларов. Так что, возможно, скоро мы увидим ее полностью в агрегаторах, начиная там якобы с 2014 года по 2023. Есть такие данные. Вот я как раз хотела вас спросить, если кто эти люди или компании, которые готовы заплатить 250, там, 260 тысяч долларов за базу, которая и так есть у силовиков. Вот кому это нужно? Так, а в смысле, это же не силовики продают и покупают. Здесь силовики вообще ни при чем. Ну, в смысле, есть рынок, да, вот... Я понимаю, продавцы, в данном случае понятно, что продавцы мошенники, покупатели. Меня интересует, зачем люди готовы такие деньги платить за базу данных, кто и где, как пересекал Это же границу. бизнес. В смысле, покупают же, это же рынок, покупают же эти базы не конкретные граждане, а это как раз создатели. Зачем? Ну, Ну что, вот зачем компании X, так это не коммерческой компания X. компании, зачем ей знать, кто пересекает границу? Эти агрегаторы все работают в серой зоне, даже черной, скажем так. Они продают персональные данные. Это телеграм-боты, в которые можно прийти и за небольшие деньги купить персональные данные на себя, на бывшую жену, на прочих. Это большой довольно рынок. Точно цифру назвать вам не могу, но это очень популярная в России вещь. В принципе, да, то есть в Америке, например, которая, в отличие от Европы, довольно более свободна в плане данных, есть системы типа LexisNexis и другие, которые, кстати говоря, ну, они не покупают, конечно, пересечение границы, но там довольно часто будут чувствительные данные. Они, правда, журналисты почти не пускают, они работают для безопасников, там, для коммерческих компаний, ну вот. А здесь у вас, вы создали компанию, которая продает данные о гражданах. Она продает, вы можете купить
потому что вы ревнивый муж, потому что вы мошенник или потому что вы безопасник, неважно. У вас бизнес такой. Таких компаний крупных несколько. Но это даже не компании, это не ООО, это все, потому что это серый рынок, там криптовалюты, подставные кошельки и прочее, прочее, да. Как минимум одна из них что-то подментованное, потому что у ментов есть прям расширенный бесплатный доступ, я имею в виду глаз Бога. И всем пофигу, что она работает, что она продает данные людей. Ну, там же не просто вы базу покупаете, вы покупаете по запросу. Вам же никто не продаст всю базу сразу. Это же актив. Вам продадут данные на Евгению Марковну Альбац из этой базы вместе с другой информацией. Вы не можете саму базу скачать в этом агрегаторе, да, как бы у вас запрос по почте, телефону, фамилии и прочему. Это бизнес. Серый бизнес, да, и как раз вот это с иронией или трагедией, не знаю, что угодно, России в том, что, казалось бы, внешне, значит, вот государство контролирует все данные, и оно же, значит, контролирует россиян, да, в каком-то смысле да, но одновременно можно пойти в бот и купить информацию на дочку Путина, да, и государство с этим ничего не делает, это может делать даже сам мент. Это вот больше похоже, да, то есть если есть там Оруэллская антиутопия, 84 год, где у государства все, а есть антиутопия, бегущий по лезвию бритвы, да, где есть государство, есть корпорации, есть криминал, а есть еще партизаны, типа расследователей или хакеров, да, и они вот в плане доступа к данным, в том числе о людях, да, они соревнуются, и никто не побеждает, хотя государство пытается это сделать. Соответственно, кто покупает? Эти самые люди, которые стоят за этими агрегаторами. Для них это бизнес, это что-то серый бизнес, но никого за это не посадили. Была история, когда создателя Глаза Бога, первого такого агрегатора, Евгения Антипова, арестовали весной, по-моему, 2021 года, вот, потом его, значит, отпустили, и Евгений Антипов потом создал телеграм-канал, и долгое время, чтобы использовать его бот, нужно было обязательно на его канал подписаться, где он хвалил Путина, там у него было 500 000 подписчиков, вот, сейчас там, например, есть услуга, можно скрыть свои данные, да, там нельзя пробить человека, у которого там по запросу ФСБ, например, в смысле, что он работает в ФСБ, там стоит запрет. Там долгое время у них на сайте было написано, если вы из госоргана, напишите нам на почту gov, что-то там, eye of God, что-то там. То есть это вот такой прям какая-то парадоксальная вещь, которая вроде как это нельзя, но этим пользуются все, даже государства. Это и есть русский киберпанк, так его назвал, собственно, поэтому я описываю в книжке. Андрей, последний вопрос про деньги. Если готовы заплатить за базу... Сейчас, одну секундочку, Михаил. За базу данных 250 000 долларов. Это значит, что люди рассчитывают сделать как минимум 2 конца. То есть да, они на продаже должны сделать 500 000 долларов, так? Ну, смотрите, Михаил, вот... Сейчас, поговорим, коротко, Миша, да, скажет. Вот, допустим, тот же запрос в агрегаторе по базе уехавших разовый стоит 150 рублей, да, ну, то есть по нынешним деньгам, там, значит, $1,5. Сколько людей побежали проверять себе после заметки агентства? Да, 1000 людей. Вот умножьте, да, окупится там это или не окупится. Это довольно большой рынок, масштабы которого, правда, довольно сложно представить. Миша. Спасибо. Михаил? Да, нет, я просто хотел, как бы объяснить. Ну, во-первых, это действительно есть оптовый, так сформировавшийся рынок, есть оптовый рынок, есть розничный рынок. Вот это покупают оптовики за 300 000 базу данных, потом ее добавляют к своему продукту, и там в розницу они уже там, действительно там 2 конца минимум на ней зарабатывают. Я думаю, что даже не 2 конца, я думаю, что там речь идет о больших этих доходах. Вот. Но еще есть одна составляющая – это мошенничество. А дело в том, что, поскольку рынок сам по себе мошеннический, да, они еще и сами между себя пытаются обмануть. Они, то есть, очень, вот у вас бежало на экране, там утечки с Навального, там что-то там было с умного голосования и так далее, это мошеннические базы данных. То есть вот это не утечки никакие, ничего, это просто буквальное мошенничество, которое создавали, да, вот это вот антикриминал, экстремисты ФБК, это полностью какая-то сформированная, абсолютно сфабрикованная база данных, вот, куда попали совершенно абсолютно рандомные люди, которые просто привлекают внимание там, к себе, и точно так же они там условно на 150, по 100 рублей взяли и как бы проверили, да, себя. А если я в этом экстремистском списке? Вот. И мошенничество вот именно с базами данных, с доступами, с пробивами, он еще более колоссальный, еще более парадоксальный, чем вот Андрей говорил.
То есть это в буквальном смысле это клетка с крысами. Давайте подведем итог. Нам надо выходить уже из эфира, хотя у меня, чем больше вы рассказываете, Андрей и Михаил, тем больше у меня возникает вопрос. Давайте подведем некоторый итог. Вот есть публичные люди, да? Публичным людям защититься, вот я считаю, невозможно. Публичные люди знают, что они живут в прозрачном доме, что никаких стен нет, что все телефоны, адреса, кредитные карты, с кем, когда, где и по какому поводу, все равно известно. Поэтому главное публичным людям не быть идиотами и не ходить во все эти базы данных и не пытаться себя там найти. Таким образом, платя за информацию, б, давая еще больше информации о себе. Но есть нормальные люди, которые, в отличие от нас, журналистов, или не хотят, которые хотят хотя бы создавать у себя иллюзию, что они живут под одеялом или под матрасом, как удобно. Вы, Михаил, против цензуры в интернете. Ваше общество с этим борется. И одновременно с этим вы понимаете, что есть огромный мошеннический рынок, который, так сказать, лишает людей их права защищать свою информацию. Вот скажите коротко, есть возможность у людей защититься, если они в интернете? Или обо всякой защите надо забыть? Ну, конечно, Я есть. имею в виду обычных людей, не публичных фигур, не претендующих на то, что они о них все знали. Ну, во-первых, перестаньте быть идиотами. Ну, то есть не надо, надо хотя бы прочитать хотя бы одну книжку о том, как этот интернет сам работает. Ну, хотя бы одну книжку. Вот. Невозможно, вы пользуетесь довольно сложными устройствами и не понимать, как они работают, мне кажется, это сейчас называется функциональная неграмотность. То есть, если вы неграмотный человек, наверное, вам не нужно выходить на дорогу, потому что вас там собьет грузовик. Вы не прочитаете там, не знаю, надпись какую-нибудь. Если вы не знаете знаков дорожного движения. Это точно такая же история, ничем она не отличается, вот, допустим, от других сложных вещей. Во-вторых, опять подчеркну, да, что перестаньте быть идиотами. Невозможно одновременно находиться как бы под одеялком, да, в этом мире. Вас под этим одеялом и убьют. Вылезайте уже из-под коряги, как бы, во-первых, займитесь самообразованием, во-вторых, перестаньте уже как бы, да, вот ощущать себя, как бы, даже не знаю, как это, как бы сказать, меня немножко это бомбит от этого всего, да, вот это модное слово, когда люди там пытаются, а что мне делать, а что вот я как бы боюсь. Во-первых, перестаньте бояться, хватит ссать, сколько можно уже. Вот, правда. Вот, и, собственно, на страхе все большие деньги, на самом деле, по-моему, у Томаса Манна было такое, все большие деньги делаются на 3 вещах, на страхе, жадности и тщеславии. Вот, как бы уберите все эти вещи, и вас будет сложнее обмануть. Я не скажу, что невозможно. И даже меня на самом деле бывает обманывают. Вот, тоже, как бы, я нормальный живой человек. Но тем не менее, перестаньте быть трусом, перестаньте жадничать и перестаньте хотеть как бы получить что-то, не отдавая что-то взамен. Спасибо, Андрей. Ну, я здесь вот как раз Миша сказал про правила безопасности. Есть действительно определенные правила, которые позволяют минимизировать, если вы находитесь в России, особенно, да, минимизировать, по крайней мере, например, в Телеграме, да, нужно понимать, как я сказал, что есть система деанона, да, там, сделать левый аккаунт, с которого вы будете комментировать ваши любимые каналы, чтобы вас, значит, не нахлобучили. Какие-то еще вещи, там, да, VPN и прочее, прочее, есть инструкции. Но нужно понимать, да, что в целом вот в России сложилась ситуация, при которой данные постоянно текут, они текут по разным причинам. Хакеры ли ломают, потому что украинские, или потому что сотрудник сливает, но текут. И это все появляется в агрегаторах, с которыми государство не борется. Есть законопроект в Госдуме, Хинштейнова лоббирует там о сильном, значит, ужесточении штрафов, потому что тот же Яндекс заплатил за Яндекс.Еду типа 400 тысяч рублей, да, одна из самых информативных утечек с реальными адресами людей, потому что люди заказывали еду на адресах, где могли быть не зарегистрированы, и 400 тысяч рублей. И по этому же законопроекту там уголовная ответственность за создание агрегаторов, но в условиях, когда
да, российский полицейский пользуется агрегатором и не скрывает это, но у меня есть большие сомнения, что будут работать, поэтому вот Россия такая страна, я другой такой страны не знаю, вот, говорят, вот честно, пока я сейчас работаю, да, выясняю, но вот мне кажется, в плане масштаба именно и того, как это потом тебе такой цифровой версии, да, по-собянински удобно, у тебя в Телеграме прям все сразу, информация. В этом смысле Россия уникальная страна, потому что, допустим, еще раз повторю, что в Америке гораздо шире возможность для продажи персональных данных, прежде всего для коммерческих целей, но там все-таки и общество этому противодействует, и, конечно, нет такого, что ты зашел в Телеграм и их тут же закачал, поэтому, вот, к сожалению, в России, да, некоторые агрегаторы продают услугу, тот же Глаз Бога, скрыть себе информацию. Ну да, она поможет, потому что в Глазе Бога вас будут не найти, но можно будет найти десятки других бесплатных, в том числе, сервисов. Поэтому, ну, наверное, там, не знаю, вот помните об этом и не указывайте нигде реальные адреса, никаких даже коммерческих сервисах, если, например, заказываете там товары. Вот просто имейте в виду, что в России все течет, и ваш телефон, даже если не на вас зарегистрирован, может быть, где-то к вам привязаться, а потом попасть вот туда. В общем, вот об этом помнить, потому что полностью, находясь в России, избежать того, чтобы вы там не были во всех этих сервисах, агрегаторах, на мой взгляд, сейчас, пока государство по-настоящему за них не возьмется, то есть не закроет их, невозможно. Андрей Захаров, Михаил Климарев, спасибо вам большое. Мы говорили о безопасности в интернете, об утечках данных, о том, что мы живем в прозрачном доме, и это реальность 21 века, и вряд ли этот дом будет более закрытый или более защищенный, если мы сами про это не будем думать. Спасибо всем, услышимся через неделю. Пока-пока.